Привет, друзья! Представьте, вы только закончили обрезку сада, вокруг горы веток, а в голове один вопрос. Куда это все девать? Вывозить дороговато, если спалить, соседей закоптим. Опять-таки, это ценный ресурс. Сегодня я раскрою лайфхак, как превратить эти ветки в золото для вашего огорода, и расскажу, почему садовый измельчитель лучше не покупать. Мои советы сэкономят вам десятки тысяч рублей и оградят от необдуманных решений. Сначала о главном. Да, измельчитель кажется хорошим решением, но давайте честно. Во-первых, нормальная модель стоит как хорошая каркасная теплица, а бюджетные аналоги можно сравнить с черепахой, жующей только ровные заранее подготовленные веточки. Вам все равно придется рубить топором толстые и торчащие в стороны побеги до более-менее ровного состояния. Зачем тогда нужен такой измельчитель? Во-вторых, 95% времени измельчитель будет пылиться без дела, напоминая о потраченных деньгах. Даже если решите сдавать его в аренду, учтите, что бюджетный вариант долго не протянет. В-третьих, я не понимаю, почему ни один блогер в своих обзорах измельчителей не говорит о вибрации, идущей от веток на руки. Через 3-4 часа работы на аппарате с двигателем мощностью в 7 лошадиных сил руки немеют так, словно ты работал отбойным молотком. И это через перчатки. Из личного опыта могу сказать, если вы правша, то на следующий день будете толкать ветки левой рукой, потому что правая придет в норму через пару дней. Поэтому, если кто-то думал не сдавать в аренду, а оказывать услуги, занимаясь измельчением самостоятельно, передумает этим заниматься после первых же гастролей. Но что делать, если щепа все же нужна? Ответ. Лучше всего взять измельчитель в прокате инструмента. За сутки, а именно столько нужно для переработки веток из среднего сада, вы заплатите всего 3% от стоимости нового измельчителя. Даже за 10 лет набежит всего 30% от стоимости. Выгода, по-моему, очевидна. Но если вы все равно хотите купить садовый измельчитель, то не берите пластиковый с контейнером. Пластик со временем теряет свойства и через 10 лет, скорее всего, развалится. К тому же щепу удобнее собирать не в контейнер, а сразу в тачку. Хочу поделиться одним лайфхаком. Такой измельчитель режет ветки диаметром до 5 см и делает большую тачку мульчи за 5-6 минут. Производительность можно повысить, сняв ограничительную пластину с горловины. Корявые ветки яблонь и груш будут заходить как по маслу без дополнительной обработки топором. Но работать в таком случае безопаснее в очках. Еще один нюанс. Повысив таким образом производительность, измельчитель иногда не успевает отбрасывать щепу и забивается. Лечится это просто. Нужно открутить 2 болта, откинуть бункер и не рукой, как я, а крючком из проволоки или перчаткой выгрести застрявшую щепу. Теперь главное, где и для чего нужна щепа. Первое. При устройстве теплых грядок ветки и мульчу можно укладывать на дно. Это будет своего рода дренаж с медленным разложением, который станет греть корневую систему весной и летними ночами. Наши томаты на теплых грядках вымахивали по килограмму штука. Второе. Можно делать мульчирование приствольных кругов, плодовых деревьев и кустов. Слой толщиной в 5-7 см подавляет рост травы, удерживает влагу даже в засуху, а перегнивая кормит почву гумусом. По тем же причинам из мульчи можно делать покрытие для садовых дорожек, которые не будут зарастать травой. Третье. Из более толстых веток с помощью электрорубанка можно делать первоклассную бесплатную щепу для холодного и горячего копчения. Щепа покрупнее из яблони и вишни идеально подходит для шашлыка и рыбы. Щепу для копчения лучше хранить в мешках в сухом месте. Аромат сохранится на годы. Четвертое. Из мульчи можно сделать турбокомпост. Смешайте щепу с азотными отходами. Это может быть свежая трава и пищевые отходы. Загрузите в компостную яму и на следующий год получите суперудобрение.
В итоге за сутки аренды мы получили около 3 кубов мульчи, которую пустим на теплые грядки, 2 больших пакета щепы для копчения и немного дров. А главное, не потратили ни рубля на технику, которая большую часть времени простаивала бы и занимала место. Пишите в комментариях, какими измельчителями пользовались вы и как сильно уставали руки. Кстати, в следующем видео буду делать новые сверхурожайные теплые грядки, расскажу много нового. Если не хотите пропустить, подпишитесь и нажмите на колокольчик. До новых встреч!